Привет, Смискаловский. Вы заметили, сколько видео выходит про NFT? Очень много видео про NFT, потому что NFT прямо сейчас это тренд. В 2021 году только ленивый про это не говорит, и, к счастью, NFT популярны в фиатном пространстве, благодаря чему вся крипта в целом расширяется, так сказать, growing up. Огромное количество невзаимозаменяемых токенов от самых разных представителей шоу-бизнеса, художников, медиа, предпринимателей мирового масштаба и просто известных людей и компаний буквально заполонили маркетплейсы еще сильнее, чем раньше, и обороты раз за разом бьют рекорды. Например, общий объем продаж NFT вырос с 15 миллионов долларов по итогам первого полугодия 2020 года до 2,5 миллиардов долларов за аналогичный период 2021, а по итогам третьего квартала этого года значение и вовсе превысило 10 миллиардов. Попробуйте представить себе, сколько с этого гребут NFT маркетплейсы с обычной комиссией. Прикольно. Когда я размышляю о развитии подобных штук, мне все-таки кажется, что со временем цена за продажу картиночек, например, будет сильно падать. Так как какие-нибудь шаттерстоки и прочие штуки, скажем так, они работают за счет очень большого объема. А в случае же с продажей музыкальных альбомов на NFT и прочих штук будет уже, наверное, поинтереснее. Опять же, на объеме. Те просто зверские ценники, которые есть сейчас по сотни тысяч долларов за одну картиночку, это, безусловно, просто признак очень высокого интереса к только зарождающейся новой инфраструктуре при полном отсутствии предложения, потому что предлагают NFT-шки сейчас очень мало людей, а спрос-то большой. По подсчетам аналитиков, на долю невзаимозаменяемых токенов уже приходится треть всех онлайн-продаж в мире. И даже один из старейших британских словарей Collins, основанный еще в 1824 году, признал NFT словом 2021 года. Кстати, в число трендовых слов вошли также крипто и метавселенная. Да, господи, на ютубе даже Ян Топлес уже выпускает видео про метавселенные и про крипту. Кайф. В первую очередь в рамках NFT-лихорадки всеми, конечно, движет жажда наживы. За редким исключением богатейших людей планеты. Это отсылочка к Илону Маску, если что. Когда еще представится возможность продавать, прямо скажем, не столь ценные вещи, но в виде NFT за бешеные деньги? И наваримся же мы. Я бы не удивился, если бы какой-нибудь Уоррен Баффет, который противник всего на свете, что связано с криптовалютами, в итоге однажды возьмет да и запустит NFT. Вообще, я, конечно, по состоянию своего капитала очень далеко по сравнению с Уорреном Баффетом, но мне кажется, ему стоит изменить свое мнение по поводу блокчейна и биткоина. Да, криптовалюты плохо кончат, биткоин это крысиный яд. Спрос единственное, что определяет его стоимость, поэтому это удобный инструмент в руках шарлатанов, говорит Уоррен Баффет. В принципе, все то же самое можно сказать про все его активы, потому что на них есть спрос, и по сути именно спрос и еще предложение, кстати, это то, что отражает стоимость его активов. Как-то странненько, если честно. Что-то здесь странное в этой цитате. Прелесть блокчейна и NFT состоит еще и в том, что в данном направлении можно развиваться и зарабатывать из любого места, даже не столь отдаленного. Например, на днях стало известно, что отбывающий ныне пожизненный срок основатель Darknet маркетплейса Silk Road Росс Ульбрихт, если честно, до сих пор не понимаю, почему Ульбрихта Росса посадили, учитывая то, что по факту он всего лишь создал фри-площадку, на которой может торговать кто угодно, чем угодно. Итого он все, что владеет землей, на которой пришли люди торговать. И если там кто-то продавал наркотики, то это, по идее, не Ульбрихта Росса забота. Но, тем не менее, его посадили далеко и надолго. Так вот, Ульбрихт выпускает свою коллекцию NFT, которая состоит из собственных рисунков, созданных на разных этапах его жизни. Заработанная криптовалюта будет направлена в фонд поддержки семей заключенных, а также на финансирование мер по освобождению Ульбрихта из тюрьмы. Есть такие истории в России. Недавно редактор Прометея взял интервью у художника, я об этом вам уже рассказывал. С помощью технологии NFT и собственного таланта этот заключенный получил возможность помогать своей семье, оставаясь в одной из российских тюрем. В общем, NFT сейчас гремят на весь мир. Буквально на днях я рассказывал вам про то, как начали создавать NFT на блокчейне Tron. Это вообще, в принципе, возможно сделать почти на любом блокчейне, где есть смарт-контракты и где достаточно высокая скорость транзакций. И вот прямо сейчас CryptoPunks перерождаются в T-Punks, Meebits, в Tron Meebits, Coolcats, Coolcats Tron, Bored Ape Yacht Club, BAC, в BAC Tron. Вот, кстати, про BAC Tron я вам сейчас и расскажу подробнее. Большой вклад в прогресс этого проекта сделал Джастин Сан, который купил Джокера T-Punks за рекордные на тот момент 10 миллионов долларов. Этот NFT долгое время красовался в профиле Twitter главы Tron. А теперь ценовой рекорд обновлен с проектом BAC Tron. 30 ноября Джокер под номером 6666 был куплен за 15 миллионов долларов. Это 150 миллионов TRX. Об этой продаже Джастин Сан намекал еще пару месяцев назад в своем твиттере. Сейчас Джокер стоит на аватарке главы Tron. Еще до продажи этого NFT владельцы BAC Tron NFT-шек, купившие его на первичном митинге, вполне себе уверенно делали 5 иксов на маркетплейсе проекта. А после покупки статистика просто взорвалась. NFT начали массово раскупаться пользователями по существенно более высокой стоимости в сравнении с ценой митинга. Но самое главное, прямо сейчас BAC Tron проводит митинг коллекции мутантов. И среди них есть мутированный Джокер, которого еще
никто не сминтил. Стоимость одного токена составляет 1000 тронов. Это означает, что реальный шанс превратить свои $100 в миллионы уже рядом. При этом, даже если вам не повезет выловить Джокера, то всегда можно сделать X2 на вторичном рынке, продав полученного обычного мутанта. Минтить можно уже прямо сейчас на официальном сайте Base и Tron, ссылка будет в описании к видео. И вот инструкция, как все это сделать. Качаем с официального ресурса кошелек TronLink, если у вас такового еще нет, на свой телефон, или устанавливаем его в качестве расширения в браузере. После регистрации важно сохранить приватные ключи в надежном месте. Пополняем кошелек на 1100 TRX с запасом на комиссии. Переходим на сайт Base и Tron. Кстати, там есть русский язык. Авторизуемся с помощью своего кошелька. Находим в правом верхнем углу главной страницы Mint Mutant и переходим непосредственно в интерфейс минтинга. Далее нажимаем кнопку Mint Mutant App. И получаем, возможно, того самого редчайшего мутанта Джокера на свой кошелек. Или обычного, которого, тем не менее, тоже можно продать. Marketplace для мутантов будет запущен, когда закончится весь минтинг мутантов. Ну, то есть, как только запустят Marketplace, так сразу же вы сможете их продавать. В общем, проект на данный момент перспективный, потому что его очень мощно поддержал Джастин Сан. Невероятно известный человек в криптоиндустрии. Поэтому все ссылки в описании, присоединяйтесь к нему и минтите. С вами был Соколовский, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.